Шейд для ресниц к губам прилип. Короче, это самые убогие румяна, которые когда-либо были в моей жизни. Что за приколы? Что за Харли Квинн курильщика, а? Я была достаточно пьяна, чтобы родить обалденную идею. Essence и Catrice выпустили совместные коллекции Sister Love, вдохновившись вселенной DC. Essence выпустила коллекцию Харли Квинн в голубых и розовых тонах, а Catrice коллекцию Джокер с фиолетово-зелеными оттенками. Естественно, я не смогла пройти мимо такой яркой и необычной новинки, поэтому сегодня у меня будет обзор на коллекцию Essence и Харли Квинн. А также я не удержалась и еще парочку продуктов взяла из коллекции с Джокером. Сделаем, как обычно, несколько макияжей, проверим, стоит ли все это покупать и есть ли в этой коллекции хоть какие-то намеки на персонажей. Всем привет, с вами Харли Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Сегодня у нас здесь собрались просто все, и Харли Квинн, и Ядовитый Плющ, Никита, Стас, Гена, Турбо, Идюша, Метелкин и Валюша. Я умудрилась сегодня немного приболеть, а еще я умудрилась сделать себе ногти, вдохновившись этой коллекцией, вдохновившись цветами Харли. Надеюсь, вас не будет смущать мой гнусавый голос. Джон Флок и Пол Л. Ньюман представляют. Сразу скажу, я особо никогда не пользовалась косметикой Essence, особенно учитывая то, что она у нас продается вообще на каждом углу. Я попробовала буквально парочку продуктов, и они мне очень понравились, но почему-то дальше дело не зашло, так что сегодня для меня это не просто обзор новой коллекции, но и также знакомство с интересным мне брендом. Меня порадовало, что все продукты в этой коллекции достаточно бюджетные. Самое дорогое это палетка, она стоила где-то в районе 1000 рублей, то есть 10 евро, и все остальное примерно плюс-минус 5 евро. 6 баксов за воду из-под крана с долбанным огурцом – это долбанутость. Дизайн вполне прикольный и действительно все в стиле Харли. В коллекции представлены две палетки теней, одна в ярких и другая в более нюдовых оттенках, два хайлайтера, два блеска для губ, 3 оттенка помады желе, 2 лака для ногтей, резинки для волос, патчи под глаза, синие и фиолетовые туши, рассыпчатая розовая пудра, спонж, кисть для хайлайтера, масло для тела, косметичка, стразы для лица и наклейки для ногтей. Из коллекции Catrice я пока нашла только ресницы и румяна, но если это видео соберет 7000 пальцев вверх, то я сниму вторую часть на обзор коллекции Джокер. Так что здесь все зависит от вас. Уход, а также кучу разного хлама я на пробу брать не стала, все же макияж лица и декоративная косметика мне намного интереснее. В России этой коллекции не появилась, но, вероятно, когда-то она тоже будет. Почему-то в магазинах был представлен очень маленький стенд, где была только половина коллекции, и то большая часть продуктов уже была раскуплена. И просто мое лицо лица, когда буквально через 5 дней я зашла в тот же магаз и увидела там огромный стенд со всей этой косметикой, причем я видела только Essence, там также еще были и Catrice. Но к тому времени я уже успела заказать через интернет весь этот косметоз, и вот он сейчас у меня лежит на обзоре. Ну что ж, давайте начинать. Я уже нанесла на лицо тон, контуринг и консилер. И теперь хочу попробовать пудру. Пудра называется Harley Quinn Pink Loose Setting Powder. Это рассыпчатая пудра нежно-розового оттенка. И несмотря на то, что цвет пудры розовый, нам обещают, что она подойдет под любой оттенок кожи и хорошо растушуется. В комплекте у пудры идет вот такая милая пуховочка в форме сердечка. Какая-то есть у нее небольшая отдушка, возможно, это роза или что-то типа того. И эту пудру очень удобно набирать, потому что там внутри есть вот такая специальная сеточка, которая служит как прекрасный дозатор. Пудра действительно розовая, очень мелкая, и такая пудра стоила в районе 4 евро, то есть 400 рублей. Буду наносить пудру пуховочкой, которая идет в комплекте. Ну, по-моему, прям вот видно, что она отлично заматировала кожу. И действительно, она подходит под любой тон, то есть она никакого розового следа не оставляет. И спонж в форме сердечка действительно очень удобный. Есть вот такой уголочек. Посмотрим, как пудра будет держаться в конце дня, но пока такой результат меня вполне устраивает. И я нанесла эту пудру на все лицо, кроме тех зон, где у меня впоследствии будет хайлайтер. Кстати, о хайлайтере, они называются Harley Quinn Meta Glow. Как раз чтобы было можно сделать некое подобие макияжа Харли, тут есть и голубой, и розовый оттенок. Соответственно, у меня будут сегодня разного цвета глаза и разного оттенка хайлайтеры. Это два дуохромных хайлайтера, розовый под названием 01 Rebel и голубой под названием Lucky You. Хайлайтер стоил около 400 рублей, то есть 4 евро, в принципе тоже, вполне себе адекватный прайс. Хайлайтеры безумно яркие, очень красиво блестят.
Я обожаю подобные цветные хайлайтеры. И если голубых дуохромных хайлайтеров в моей коллекции уже немало, то вот розовый это прям для меня что-то с чем-то. Потому что очень такой интересный розово-золотистый оттенок. Да и сами хайлайтеры выглядят очень красиво, как настоящее безумие. Сюда я нанесу кистью, и кистью наносится просто прекрасно. Очень ярко, очень красиво. Хайлайтеры определенно стоит брать. И теперь давайте попробуем голубой. И это вроде как хайлайтер прессованный, но он какой-то немного мягкий на вид. То есть он вот так пригибается ногтем, он достаточно пластичный. И обычно такого плана хайлайтеры очень хорошо наносятся на любую вообще кожу. Можно их использовать в макияже как топпер. Вы это видите? Ну вообще. И если голубой это просто такой дуохромный металлик, то в розовом чуть больше в глаза бросаются блестки. Короче, хайлайтеры просто 10 из 10, мне в этой коллекции они безумно понравились. Я удивлена, потому что вот в этом плане Essence прям молодцы, просто вот одобряю максимально. Ну а мы возвращаемся к макияжу глаз. В коллекции представлены две палетки теней Hey Pudding и Matte Love. В каждое зеркало и 12 оттенков. Есть и матовые, и шиммерные, и металлики. Первая палетка Hey Pudding выпущена в красивых нюдовых и розовых нежных оттенках с красивыми дуохромными блестяшками и сияшками. Я ее не покупала, потому что для моей коллекции она показалась мне слишком простенькой, но для тех, кто любит делать светлые повседневные макияжи в таких светлых нюдовых оттенках с красивыми блестяшками и дуохромами, то это как раз идеальный вариант для вас. По пигментации мне палетка на свотчах очень понравилась. Да, я засвотчила ее прямо в магазине, и что вы мне сделаете? Шиммерные оттенки тоже наносятся очень хорошо, и палетка мне показалась максимально рабочей. Единственное, что я не поняла, это вот это сердечко в середине. Во-первых, из-за формы очень сложно наносить тени на кожу. Плюс, когда эти два оттенка перемешиваются, они дают какую-то грязь. И, в принципе, эти два оттенка достаточно сложные по пигментации, нанести их было сложно, на свотчах они выглядят норм, но мне пришлось наносить их пальцем раз, наверное, 5, чтобы было хоть что-то видно, потому что тени то просто не набирались, то не переносились, короче, очень странные оттенки. И, конечно, название палетки немного на слух перекликается с этим сердечком. Окей, подкол засчитан, но я не люблю политику в бьюти-сфере, уж извините меня. Я понимаю, что это такая нюдовая повседневная палетка, не особо для ярких макияжей, но мне не хватило хотя бы одного яркого матового розового оттенка. Потому что Харли Квинн это как бы розовый макияж, яркий образ. И хотя бы какой-нибудь один цвет фуксии могли бы добавить. Ну, хотя бы там как-то выделить уголок глаза им или типа того, потому что для образа Харли Квинн это уж какая-то слишком базовая палетка. Другая палетка Matte Love уже в более ярких голубых и красных оттенках. Вторая палетка, она уже больше в моем стиле, хотя я бы даже сказала, она просто на все 100 в моем стиле. Потому что красный и синий это мои одни из самых любимых оттенков в макияже, если я его делаю куда-то на повседневку. И на мне эти оттенки действительно смотрятся очень эффектно, и здесь прям 100% попадание в мой образ. В середине палетки есть тоже такое красное грязно-бирюзовое сердечко. Извините, но если набрать эти оттенки на палец, между ними получится лютая грязь. В общем, очень сомнительная идея. Ну, на данный момент на свотчах у меня происходит какая-то максимальная вакханалия. Какие-то оттенки на свотчах мега крутые и пигментированные, особенно светлые голубые. Темно-голубые уже выглядят более сыпучими. Чтобы нанести тени из этого сердечка, мне их пришлось колупать вот так ногтем, потому что пигмента там вообще нет, и наносятся они на палец очень неудобно. Красные шиммерные оттенки мне очень понравились, но что касается блестяшек, что-то тут все тоже очень плохо. Очень часто вообще с темно-синими цветами возникают проблемы в палетках, практически вот во всех палетках, которые у меня есть, там вот эти тени, они сыпучие, они плохо пигментированные, они не очень хорошо ложатся, но вот эти два светлых оттенка, они просто пушка. И как раз это два самых годных голубых оттенка, о которых я рассказывала в своем ролике о том, как делать голубой макияж, как его носить и как не сделать себе голубой макияж буфетчицы. Вы извините, я не хотела вас обидеть. Но помимо офигенных, красивых, светлых, пигментированных небесно-голубых, тут также есть вариант и для буфетчицы, если вдруг вы очень хотите. Это вот такой оттенок, как раз он на свотчах какой-то прям серо-синий. Ну и честно, в этой палетке мне действительно очень много всего не нравится по наполнению, хотя она изначально выглядела такой прям максимально логичной. Во-первых, вместо вот этих двух шиммерных красных могли бы сделать хотя бы один матовый, потому что вот этот матовый, который здесь, это какой-то вообще непонятно оранжевый, который еле
еле наносятся. Вот эти блестяшки в сердечках, конечно, немного другие, но они все равно похожи на два наших хайлайтера. Вот с этой стороны я нанесла хайлайтеры, а вот здесь я нанесла тени. Розовые оттенки просто максимально идентичные. Ну и тут у меня сложился, наверное, самый главный вопрос, который сложился и у вас, а где здесь Харли? Давайте просто вспомним типичный образ Харли Квинн, который, блин, даже здесь на палетке на самой нарисован. Я уверена, что как выглядит макияж Харли Квинн примерно знает практически каждый человек, даже те, кто никогда не смотрел фильмы и не читал комиксы. Ну и как бы в большинстве своем это голубой с розовым макияж, когда один глаз накрашен розовым, а другой голубым. Где в этой палетке хоть один, мать вашу, ярко-розовый оттенок, а? Я понимаю, что красный цвет это, возможно, отсылка к костюму Харли, но нет ни одного яркого розового оттенка ни в этой палетке, ни в другой палетке, который как бы обязан, я считаю, в этой коллекции быть. Что за приколы? Что за Харли Квинн курильщика, а? Также помимо розовых и голубых оттенков, обычно это обязательно стрелки, красная помада и вот здесь на скуле нарисованное сердечко. Из всего набора, который есть у нас здесь, у нас представлены только голубые тени. Наверное, если я покупаю косметику с названием Харли Квинн, я предвкушаю, что я сделаю похожий образ, похожий макияж. У нас тут просто для подобного образа нету практически ничего. Напишите в комментариях, как вам попадание в персонажа, по-моему, все очень плохо. Ну что же, ладно, если нас обделили розовым, давайте попробуем уже сделать хоть что-то с красным. В общем, беру ярко-синий оттенок Анархия и затемняю внешний уголок и складку века. Если можно назвать это затемнением, конечно. Приходится цвет наслаивать, чтобы хоть немного он казался ярким. И на нижнее веко тоже его буду наносить. И сразу буду повторять такую форму, чтобы здесь был такой синий подтек. Ну, по пигментации, конечно, да, оттенок не такой яркий, как в палетке. Теперь красным оттенком из пары Twisted Smile, вот из этого сердечка, я попробую добыть хоть немного красного. Но очень сложно и аккуратно его приходится набирать, чтобы не задеть вот этот синий рядом, который запросто может дать там пятно. Блин, он какой-то оранжево-морковный. Почему не могли сделать нормальный красный? Что за прикол? А у меня тут синий попал, ужасно. Очень неудобно наносить вообще эти тени. А вот если объединить вот этот красный с этим бирюзовым, то мы с вами получим прекрасный синяк. Давайте возьму красный оттенок Rebellious и добавлю его на подвижное веко. О, вот тут наконец-то я вижу пигментацию. Ну и более темный оттенок я тоже добавлю, раз у нас такой прикол получился, что вообще тут какой-то оранжевый. Вы видите разницу? Я вижу, но не особо. Теперь у нас есть телесный оттенок для растушевки Psychopod. Психопат. И я им растушую вот эту границу, потому что у меня тут получилось все не так хорошо, как я планировала. Короче, шиммерные красные оттенки в этой палетке неплохие, но их единственный минус в том, что они красные. Синие тени я буду растушевывать оттенком Hammer Time. Но вот этим голубым определенно буду пользоваться, очень хорош. Ну и, конечно, что случилось с нашим темно-синим, это огромный хороший вопрос. Куда-то он весь делся, куда-то он ушел, как обычно с синими и бывает. Очень не хотела пробовать оттенок Roller Derby, вот этот серый, но мне кажется, может быть, хотя бы он сможет затемнить вот эту складочку. А почему так плохо? Видимо, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Явно здесь нужна какая-то база под темные синие оттенки. Без базы просто тени улетают. Теперь оттенок Manic нанесу на все подвижное веко. Это яркий синий шиммерный, и кистью он уже не наносится. И пальцем тоже наносится плохо. Блин, почему они сделали нормальные красные, но не сделали нормальных голубых? То есть у нас здесь тот случай, когда оттенок равномерно не наносится даже пальцем. И я случайно, пока тушевала вот этот шиммерный, у меня стушевался синий, и снова тут пошли плеши и пятна.
Ладно, название оттенков это единственное, что скрашивает хоть как-то мои впечатления о пигментации, о том, как это все наносится. Тут есть оттенок анархия, но если выбирать между вот такой анархией и стаканом портвейна, то я выберу второе. Вот этот розовый оттенок называется Pigtails Pink, розовый поросячий хвостик. Хотя бы название выдержано в стилистике фильмов и комиксов про Харли, в отличие от всего остального, что происходит на моем лице. А у меня, кстати, синие блестки очень жестко осыпались. Вы, конечно, извините, но сейчас это выглядит все так, что для внутреннего уголка я воспользуюсь базой, добавляю их во внутренний уголок, и голубой оттенок шиммером я добавлю вот сюда во внутреннюю часть. Я просто уверена, что этот оттенок без клея бы не нанесся вот вообще ни разу. И теперь вот это розовое сердечко нанесу сюда. Ну и с этим розовым у нас вообще никаких проблем нет. Это то же самое, что у нас было как хайлайтер. И к такому макияжу мне определенно не хватает каких-то стрелок, потому что у Харли стрелки были. Так что извините, я возьму свой лайнер от Beauty Bomb и нарисую себе хоть какие-то стрелки. Ну и, конечно же, сердечко вот здесь, а то что-то как-то вообще не по фандому. У меня была надежда, что хотя бы этими тенями получится брови нормальные нарисовать, но они даже на мокрую кисть ярко не наносятся, и вот этот самый красивый, самый яркий синий оттенок на бровях превращается во что-то очень серое, грязное. Казалось бы, вроде как мой макияж издалека выглядит более-менее адекватно, но сейчас я покажу вам, как это выглядит вблизи, пока я не наклеила ресницы. Вот здесь у меня образовались огромные плеши везде, где был синий, шиммерный оттенок просто кусками отваливается, и там совсем чуть-чуть его заметно, и тушевка тоже оставляет желать лучшего. Чего не скажешь о красном, потому что, несмотря на вот этот странный морковный цвет, сам по себе макияж выглядит намного лучше. Ну и в этот макияж я хочу приклеить ресницы, чтобы скрыть весь этот позор. Эти ресницы из коллекции Catrice и The Joker. Это самые обычные черные длинные ресницы, в которые добавлено несколько фиолетовых прядей. Но все равно, когда я их заказывала, я была уверена, что ресницы для таких необычных ярких коллекций будут намного длиннее. Но здесь ресницы вполне себе простые, но в комплекте к ним идет клей. Подобные ресницы с цветными пучками были в коллекции Beauty Bomb UFO, у Soda в коллекции с Hello Kitty. Но я большая молодец, и просто успешный успех это про меня. И одни из этих ярких ресниц я сожгла плойкой, а другие я просто потеряла. Почему-то, даже несмотря на то, что я краешек от ресниц отрезала, ни с одной, ни с другой стороны, вот здесь вот в уголке они прям очень не хотят прилипать. Здесь они почему-то вообще никак не хотят приклеиваться. Ну, короче, очень странные ресницы. Фиолетовых пучков вообще никак не видно, то есть это будет заметно, ну, наверное, единственный вариант это при солнечном свете. В общем, в формате данной яркой креативной коллекции эти ресницы вообще ни о чем. Хотелось бы чего-то более креативного, более клоунского. Ну и ресницы вот просто у меня отодрались. Она вообще не хочет приклеиваться, что за прикол? Ладно, продолжу снимать, пока ресницы не отвалятся. В этой коллекции представлены два варианта блесков для губ, а ресница уже отвалилась. Так же, как и хайлайтер, блески представлены в голубом и в розовом вариантах. Выглядят они прям мега красиво, интересно, как же они будут смотреться на губах. Давайте я сначала нанесу розовый. Пахнет чем-то очень приятным, сладким и конфетным. Блеск, конечно, просто огонь. Очень выразительный, яркий, блестящий, в нем просто огромное количество блесток. И он переливается просто максимально всеми цветами, и какой-то металлик внутри имеет, и просто блестки цветные. И блеск такой немного голографический, в общем, выглядит действительно интересно и необычно. Я сначала не хотела брать блески, потому что я, в принципе, блески для губ не очень люблю, но вот здесь вариант действительно очень прикольный. Второй блеск в голубом оттенке, и он как будто дохромит и в золотой, и в розовый. Он тоже имеет вкусную отдушку, и... Вау! Вот это определенно мой фаворит, выглядит безумно красиво. Во-первых, я действительно вижу блестки и голографические нотки, и действительно из розового этот блеск как-то перетекает плавно в голубой. И за счет голубой составляющей он делает губы с таким красивым холодным оттенком, и блесток в нем нереальное скопление. Короче, этот блеск просто 10 из 10. И несмотря на то, что этого блеска на губы я нанесла прям много, когда я говорю, у меня никакие между губ сопли не образуются,
Единственный нюанс то, что оба этих блеска очень липкие. Он нормально сидит на губах, но не дай бог подует ветер, к нему волосы просто прилипнут сразу же. И когда я читала про обзор этой коллекции, там явно было написано, что этот блеск не липкий, но вот здесь явно врали. Просто, ну вот, салфетка прилипает для макияжа, тяжелая, влажная. У нас не липкий блеск, все нормально. Клей для ресниц к губам прилип. Ну что, вот такой макияж получился. Конечно же, мне не хватило многого. По шкале макияжного макияжа я ставлю этому макияжу, пожалуй, 4 из 10. А по шкале Харли Квинн я ставлю 1 глаз из 2, и то не очень. Кстати, как вы относитесь к Харли Квинн? Нравится ли она вам как персонаж? Я буквально всю свою сознательную жизнь ненавидела Харли. Почему-то ее образ стал настолько в мире банальным, ну, собственно, как и Джокер. Я шла по улице, и неважно, какой у меня был цвет волос, меня всегда называли либо Мальвиной, либо Харли Квинн. Так что я была Харли Квинн, даже если у меня были синие, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые волосы. Вот, короче, любые цветные волосы, почему-то меня всегда гопники называли Харли Квинн. А если я еще, не дай бог, хвосты себе сделаю, то можно вообще из дома спокойно не выходить. Но потом я открыла для себя этого персонажа по новой, мне зашел фильм «Хищные птицы». Также мне Харли очень понравилась в мультсериале, который достаточно жесткий. В общем, потом я как-то по-новому открыла для себя этого персонажа, я им прониклась, он мне зашел. И действительно, я поняла, что в этом персонаже я немного вижу себя, вижу свою личность. Она действительно такая же ёбнутая, как я. В общем, я настолько прониклась Харли, что после одного из фильмов сделала под нее закос. Основные штучки в дополнении коллекции выглядят неплохо, но весьма банально. Просто абсолютно самые обычные стразы для макияжа лица, которые мы много раз уже видели. Но хотя бы они стразы сделали в нужных оттенках. Оттенки лаков тоже мне показались весьма странными, потому что какой-то малиново-бордовый с блестками, какой-то серо-голубой непонятный, к чему все это. Но, вероятно, с такими лаками наклейки на ногти смогут спасти ситуацию. Кисть для хайлайтера мне показалась достаточно жесткой и странной, потому что я не особо люблю такие кисти для хайлайтера, когда они круглые. Ну, в общем, такое. Также я не смогла пройти мимо и купила себе гидрогелевые патчи. В этой коробочке 30 пар патчей, то есть это где-то на месяц, и стоила она в районе 10 евро. Написано, что эти патчи с охлаждающим эффектом, для них не нужен холодильник, и в них содержится гиалуроновая кислота. И внутри, ну, все по стандарту, есть специальная лопаточка, есть крышечка. Ой, а почему они там так странно лежат, просто как-то кучей, не пойми как по цветам? Ну, погнали. Вот такие интересные дуохромные патчи, красиво переливаются, правда они у меня съезжают. Достаточно они тяжелые, но с другой стороны у меня со многими патчами такая проблема, потому что, извините, я дама занятая, мне нужно зарабатывать бабки на новую косметику, и вот так вот лежать с патчами, это вообще не моя тема. Я действительно замечаю легкий охлаждающий эффект, и мне прям приятненько. Ну что ж, снимаем. Ну, не скажу, что патчи что-то сделали, не скажу, что у меня ушли мешки под глазами. В принципе, ощущения от них приятные, но ничего такого сверх они не делают. Чтобы понять, стоит ли вообще какие-то дела иметь с этой косметикой, следующий макияж я буду делать в своих любимых сине-голубых оттенках. И для этого макияжа сначала я нанесу румяна. Это румяна из коллекции Catrice The Joker. И, честно говоря, о том, что это румяна, я узнала только перед съемкой этого ролика, потому что я была уверена, что это просто невероятно красивый фиолетовый оттенок губной помады, стойкой, жидкой, матовой. Но вместо красивой матовой помады я получила достаточно странный оттенок жидких румян. И это просто фиолетовый оттенок синяка. И я уже успела затестить этот продукт, и, честно говоря, это смотрелось даже хуже, в разы хуже, чем я представляла. Потому что, во-первых, эти румяна наносятся очень плохо, и если у вас на коже есть хоть какие-то воспаления, эти румяна все равно нашли на щеках какие-то неровности и прыщики, забились в них ужасно. Короче, это самые убогие румяна, которые когда-либо были в моей жизни. И действительно, мое лицо выглядит так, как будто меня отмутузил Джокер в каком-нибудь злачном переходе. У тебя будто синяк. Вот я это и хочу сейчас снять, прямо сейчас. Такие румяна помогут в любой безвыходной ситуации. Не выйти на работу, напугать друзей, обвинить батю в домашнем насилии или просто прикинуться мертвым.
все же я не оставляю надежды на эти румяна дурацкие. Вот реально, в качестве матовой помады этот оттенок был бы хоть как-то актуален. Но мы с вами имеем снова очередной синяк. Так, ну, тушуются эти румяна не очень равномерно, наслаиваются они друг на друга плохо. Но это просто идеальная вещь, если на Хэллоуин вам придется рисовать синяки. Каждый прыщик и неровность на коже становится в миллион раз заметнее, свежести лицу этот оттенок не прибавляет, румяна абсолютно нестойкие, они к тому же еще и блестят. И действительно, если бы я не знала, что это не помада, а румяна, то я бы 100% себе эту штуку не взяла. Потому что, ну, тут уже по цвету понятно, что это что-то мега странное и просто супер на любителя. А пока давайте исправлять весь этот ад. Я снова нанесу два замечательных хайлайтера. Хочу сделать градиент из розового в голубой. Ну что ж, по-моему, хайлайтер идеально дополняет весь этот трэш на лице. Мне кажется, или я похожа на ведьму? И теперь я все это дополню пудрой. И пока что пудра и хайлайтер это единственное из данной коллекции, что мне хоть как-то нравится. Короче, история такая. Я хочу проверить, насколько из этой палетки теней можно выжать хоть что-то. Поэтому на одном глазу я сделаю макияж на подложке. Это моя любимая голубая подложка от бренда Alien. Она меня еще никогда не подводила. И я ее наношу вот сюда, во внутренний уголок глаза. И вот такой праймер для пигментов от Clipage Pro я нанесу туда, где у нас остались пустоты. И на нижнее веко, потому что здесь тоже будет сияющий оттенок. Ну и погнали. Ярко-синий оттенок анархия наношу вот сюда. И тут уже наконец-то мы с вами видим пигмент. И то же самое повторяю во внутреннем уголке глаза. Теперь растушевываю все это оттенком Quirk. Немного потушую границу самым светлым цветом Hammer Time. Давайте еще совсем немного воспользуюсь оттенком Roller Derby. Затемню все те участки, где должно быть максимально темно. И теперь в серединку я добавлю блестящий оттенок Pigtails Pink. Да, оттенок реально такой очень милый и поросячий. Не сказать, что он прям мега блестяще смотрится на глазах, но что-то такое на нюдовом. На нижнее веко тоже его добавлю. И давайте все же немного еще вот этого розового. Как-то он смотрелся поярче, вот чисто только на это место. Сыпятся блестяшки просто ужасно. Сейчас их буду подчищать и случайно почищу себе нос. А то здесь синяка мне не хватало, давайте еще на носу сделаем, чтобы уж точно полный образ был. Меня не может не радовать, что с подложкой тени наносится очень даже хорошо. Мне нравится мой макияж глаз сейчас, и она имеет место быть, действительно. Знаете, мне так не хочется теперь без подложки показывать макияж на другом глазу, но давайте просто ради прикола сравним. Все так же начинаю с темно-синего оттенка. Ну да, тут уже начинается снова та же история, какие-то пятна, серый непонятный оттенок, большие проблемы с тушевками в кожу, потому что что бы я тут ни делала, получается какая-то грязь. И здесь уже розовый оттенок почти никак не наносится. Эй, а где мои поросячьи хвостики, а? Насколько красивым и ярким выглядит этот глаз и насколько что-то серое, мутное, хреново растушеванное здесь. Вот такой макияж, так что если у вас плохая палетка, попробуйте ее с подложками. И все будет хорошо. Также в коллекции представлены две туши для ресниц. Одна из них голубая, а другая, подумайте сами, какой может быть цвет. Вы думали, я скажу, что она розовая и наконец-то мы сможем собрать образ Харли Квинн? Нет, она фиолетовая. Ну почему? Извините, но у нас есть целая коллекция Джокер, которая в фиолетово-зеленых оттенках. Почему бы не добавить фиолетовую тушь туда? Написано, что туши имеют устойчивую к смазыванию формулу, а стоимость их где-то около 4 евро, то есть 400 рублей. У туши очень прикольные щеточки, которые, как мне кажется, отлично подходят для цветных тушей, потому что с одной стороны щеточка более длинная, а с другой она очень короткая.
И как раз такая щеточка позволяет, во-первых, очень аккуратно разделить ресницы, а во-вторых, расставить какие-то акценты и прокрасить нижние ресницы. И я действительно впечатлена, потому что нереально крутой яркий цвет. Сначала я вот этой стороной с длинными ворсинками прочесываю ресницы со всех сторон, как обычно мы красим. И затем, пока слой еще не высох, я той же щеточкой с обратной стороны вот так зачерпываю реснички. И теперь снова придаю им форму и нужное направление с этой стороны. И каждая ресничка разделена, и все просто идеально. Ну, в отличие от самого макияжа на этом глазу. Тушь носится действительно хорошо и не отпечатывается, но при попадании даже обычной холодной воды она сразу начинает течь и течет такими красивыми голубыми слезами. И последнее, что будет на обзоре в моей сегодняшней коллекции, это желейная помада для губ в виде ручки Click Pen. Пишут, что этой помады питательный состав, который еще и делает глянцевое сияние. И помада для губ доступна в 3 оттенках. Я себе взяла оттенок номер 3 Bad Mouth. Я не знаю, насколько актуален подобный оранжевый и ярко-розовый в 2024 году, потому что, по-моему, это что-то из 90-х, да и у самой Харли Квинн ничего подобного на губах не было. И вот просто, знаете, вот эти вот серо-голубые тени взять, розовый бальзам на губы, и будет просто, блин, пушка. И легким движением из Харли Квинн мы превращаемся в тетю Галю, продавщицу картошки на рынке. Нет уж, Протор, докторской тоже нету. Открывайся. А что происходит? Что с ней делать? Как ее открыть? Короче, на свой вкус я выбрала самый адекватный оттенок. И у этой помады тоже приятный аромат, как будто чего-то вишневого. На руке она действительно выглядит очень красиво, действительно очень ярко блестит. Сейчас подобные желейные помады просто на пике популярности. Это те самые помады из ТикТока, которые наносишь на губы, и они превращаются в неведомую сопливую жижу на губах. Тут просто вот совсем чуть-чуть нужно кликнуть, совсем немного она выдвинется, и как раз нам вот буквально пара миллиметров хватит на губы. Очень красивый нежный оттенок, мне безумно нравится, определенно буду носить. Короче, ощущения просто невероятно приятные, безумно это все красиво выглядит. Но оттенок действительно очень интересный и топовый. И в отличие от блеска, эта текстура не ощущается липкой. Но, разумеется, липкость есть, и это нормально. Но на губах это просто мега комфортно. Теперь на центр губ я наношу наши прекрасные румяна, чтобы хоть как-то этот макияж между собой сочетался. Да, увы, в качестве помады эти румяна точно использовать нельзя. Они по всем губам очень сильно мигрируют, тушуются, они практически не пигментированные. Да, короче, моя идея просто провалилась в трубу, и теперь у меня губы цвета синяка. Если вы хотите, чтобы я полностью превратила свое лицо в синяк, а также попробовала фиолетовую тушь, обязательно ставьте под этим видео 7000 лайков, и я куплю на обзор коллекцию Catrice и The Joker. Но пока что мнение они у меня очень неоднозначное. В этой коллекции мне безумно понравился дизайн, потому что все действительно в стиле Харли. Везде есть ее лицо, везде есть логотипы, рисунки на косметике повторяют ее татуировки из образа из фильма. Есть розовый и голубой блески, есть розовый и голубой хайлайтеры, но на этом... Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. Ну, короче, тема Харли не раскрыта, и я прям максимально негодую. Несмотря на достаточно прикольные продукты для губ, опять же, в чем проблема добавить красную помаду? В отличие от очередных бальзамов и блесков, особенно во всяких странных, ярких, сомнительных оттенках. Почему бы в этой коллекции, особенно в преддверии лета, в пару всяких фестивалей и тусовок, не сделать бы лайнер с сердечком? Да, это уже много у кого было, но в эту коллекцию это все просто просится максимально. Можно было бы переиграть это намного лучше, интереснее, добавить продукты, относящиеся к стилю и к макияжу персонажа. Пробовали ли вы косметику Essence, как вам этот бренд и что вам нравится? А еще не забывайте про витамины от Halsa. А на моем канале все еще много видео о макияже, стиле и обзорах косметики.